Не едем, почему мы стоим, в чем проблема? Потому что ты из ТикТока. И что? Пацан или девка? Я девушка. Мне сказали, что ты пацан. Ага. А по мне что, не видно, что ли, что я девушка? Нет, я вас вести не буду. Отмените заказ. Я не собираюсь отменять заказ, мне нужно... Отмените заказ, дверь открыли и ушли. Вы адекватный? Да. Пиздец просто. Что? YouTube не заблокировали эфир? Подождите, ребят, сори, я думал, что YouTube заблокирован и у нас больше не будет новых свежих видео. Ну что же, раз я не очень-то готовился, о чем нам поговорить? Ну, давайте о нашей любимой теме, о такси. А вернее, о самом популярном в России агрегаторе Яндекс.Такси, они же Uber Russia. Ну, этот агрегатор еще примечателен тем, что большинство пассажиров такси его просто не переносят, потому что там постоянно высокие цены и очень неадекватные водители такси. Ну и самое интересное, что и сами водители такси не любят Яндекс, ведь там, как ни странно, высокая комиссия, неадекватные пассажиры в такси, как говорят, что там самые неадекватные. Ну и как ни парадоксально, там низкие цены. Ну, с вами Life is Rich, и давайте посмотрим, что же происходит, когда в одном автомобиле встречаются столь недовольные жизнью люди. Что, простите? У нас в салоне съемка ведется? У нас, да, ведется, конечно. Без записи голоса? С записью и звука, и видео. Это от таксопарка или от Яндекса распоряжения? Это ничего не распоряжение, это мое распоряжение. То есть вы сами так решили? Естественно, конечно. А кто еще? Причем здесь Яндекс? Яндекс ко мне не имеет никакого отношения, а я к Яндексу. Но вы же, наверное, прекрасно понимаете, что вы нарушаете правила. Нет, абсолютно. Я очень хорошо, То есть вы очень считаете, хорошо что- знаком с правилами. Это не я считаю, это закон считает. То есть вы считаете, что в поездке можно вести запись разговора? Не я считаю, это считает закон Российской Федерации, страны, в которой мы с вами живем. Это общие слова. В смысле, вы хотите, чтобы я вам юридическую консультацию предоставил? Нет. Нет? Ну а что тогда вы хотите? Я просто хочу получить ответ, на основании чего вы производите съемку в салоне. На основании того, что у меня есть такое право и желание. Вы ошибаетесь. Очень хорошо. Если мне будет интересно ваше мнение на этот счет, я обязательно поинтересуюсь. Нет, вы просто, я вам гарантирую на 100%, вы завтра уже не будете это делать. Серьезно? 100%. Я понял. Хорошо. Даже, возможно, сегодня. А чем вы прогарантируете, если не секрет? Чем? Да. Я просто напишу в поддержку, Так. потому что уже это было 2 раза. Так. И все 2 раза просьба была удовлетворена. И я уверен, что вы не будете исключением на 100%. Я понял. Так а чем вы прогарантируете? Это мне интересно. Вы слово сказали, я вам гарантирую. Чем вы гарантируете? Вы понимаете смысл слова гарантировать? Ответственностью Яндекса гарантирую вам, что вы, как сотрудник, водитель, представляющий организацию Яндекс Такси, Я понял. не можете в салоне осуществлять съемку, особенно с записью разговора. Я понял. А я сотрудник Яндекса, я просто не в курсе. Ну, и я так полагаю, что да. Я же по Яндексу вызвал. вы полагаете, я понял. Понятно. А если вы через Booking.com бронируете отель, то вы живете в отеле Booking.com, я правильно понимаю? Вы сейчас какую-то чушь сказали. Нет, я вам этой чушью проиллюстрировал вашу чушь. Я такой же клиент Яндекс.Такси, как и вы. Только вы клиент со стороны пассажира, Это а то же я... самое, если бы я зашел к вам в машину и начал бы вас на камеру снимать, типа свой блог. Это одно и то же. Без согласия, совершенно без верно. права, вы так- Совершенно. Снимать можно без согласия. Вот публиковать без согласия в некоторых случаях действительно нельзя. Гражданский кодекс регулирует публикацию и публичное распространение, ну, допустим, чего-нибудь лица. Личное использование тоже запрещено. Я вас понял. Хорошо. Все, спасибо большое. До свидания. Спасибо вам, до свидания. Удачи вам в вашей борьбе. Борьбы не будет, все просто пройдет.
Ну чё, куда поедем? Куда? На Рутюб? Не, я туда ни за какие деньги не поеду. А если и ты, как и я, большой любитель Ютуба и не хочешь его менять ни на какие площадки а-ля Рутюб и Яндекс.Дзен, то ты попал в правильное место, а именно на канал «Странная жизнь», где я раскрываю все грани человеческого безумия, где бы и с кем бы это ни происходило. И, кстати, данное видео несет и исключительно обучающий характер, ведь на примере различных ситуаций жизни я демонстрирую людям, как не стоит себя вести в цивилизованном обществе. А такси – это то место, где встречаются люди, которые друг с другом не знакомы, и, конечно же, в таких ситуациях надо проявлять друг другу уважение, ведь один везет, а другого везут. Ну, как бы это жизнь, надо нормально общаться друг с другом. Ты ко мне? Малый люди. Что нет? Детское кресло у вас есть с собой? А? Детское кресло у вас с собой есть? Кресло. А? Да, вам лучше детским тарифом вызвать. Ну, конечно, детским тарифом 500 рублей один конец. Девушка, ну для ребенка экономить, ну это уж... Это 2000 в день. Ну мне кажется, на ребенке не стоит экономить. И вам легко сказать. Многие приезжают. Ну я не могу принимать, это, ну это статья. Алло, привет. Едь. Лея, есть базилик на специально? Алло. Базилик на песто есть? Сделай мне 5 килограмм салата. Все. Сейчас этот закупщик заберем. Алло. Надо. Я могу кресло с коляски снять. Ну давай, снимай кресло с коляской. Он тоже красивый будет. Есть же, оказывается, да? Нас так возили. Ну, вот я говорю, есть же у вас кресло. Таня, Мало ли, я не знаю, может какой-то автомобиль. Тихо. Там есть это. Давайте я присыплю сигареты. Мама. Ну, мы сейчас у меня закинут на работу, потом 20 ждем. Папа, мама. خلاص ولا دي خلاص خلاص рассчитаешься, не дать денег. 262 рубля. А? 262. Надо поменять это. Надо добавить еще новый адрес. Чего еще раз? Сейчас я добавлю адрес. Так я уже все. В смысле все? Мы уже приехали. Ну, добавлю адрес, еще У поедем. меня следующий другой заказ уже. Я на Кубанскую. В смысле, как вы можете принимать заказы, если наш заказ не закончился? Так мы же приехали уже. Не приехали, мы еще поедем. И перед тобой говорили, что в центре Так едем. надо было сразу сделать. Вот заказ. я сейчас сделаю, ты отменишь А как вы сделаете? заказ, который ты принял. А как вы сейчас делаете?
Вы же никак, а что и говорю, видите, в чем дело? А как вы приняли заказ, пока я... Один адрес только был. Сюда и все. Ну, я в процессе... Так надо было может, сразу, хотел пока добавить. ехали, хотя бы надо было сделать. Я откуда знаю, может, вы никуда не хотите ехать? Я что знаю, может, другую машину хотите вызвать? На своей машине, может, Вызываю поехать? другую машину, Я же не езжаю. знаю, что вы хотите. Вы прекрасно знаете, услышали, что она Я едет в услышал, центре. услышал. Ну, а я же откуда знаю, что со мной хочет ехать? Может, с вами, может, на другой машине, может, на своей Да, вы машине. работаете как долб***, Ебаетесь, и что? разговариваете как-то некультурно, некрасиво. О, понятно. Я сейчас жалобу напишу на вас. Увидите, блядь. Аяма. Вот скажите мне теперь, пожалуйста, как брать заказ вот у таких людей? Но вы сами видите, как он себя ведет. Начал грубо общаться, начал ругаться. Я слово плохое ему сказал, вот вы там напишите в комментариях, я слово плохое ему сказал. Я откуда вас знаю? Да, он говорил, что надо между собой они разговаривали, не со мной, не мне говорили. Он сказал, ты потом в центр поедешь, такие слова были. Он спросил, ты потом в центр поедешь, она сказала, да. Я откуда знаю, что он со мной хочет ехать в центр и не со мной? Если со мной, почему тогда заказ не делаете тогда? Друзья, а если вы вдруг решили поддержать наш канал, то не надо бросаться мелочью, видите, уже шишка даже от нее появилась. Вы можете всего-навсего скачать VPN и смотреть через него наш канал, а также каналы своих любимых блогеров. Этим самым вы очень сильно поможете нам в развитии канала. Ну и, кстати, этим самым вы не дадите расслабить свои пуканы этим неадекватам, ведь мы за ними продолжаем следить. Я вперед сажаю по ситуации, честно Ну, сказать. это понятно, но уж По втроем, ну уж согласись, втроем здесь сидеть, когда свободное место спереди, ну это, блин, я не знаю, это кому так надо относиться. Я вперед сяду. А что, все дороги едут, да? Да, Тоже? да. Тогда уже, короче, едем четвером, получается. Почему? Мы же хотели втроем начать. Куда не перегрузили? Нет. А какая разница, братишка? Пожалуйста, Просто я водитель сказал, что... Это важно для всех, кто Так, мы оттуда проедем, в курсе? Да, прямо если, да, проедем. Там есть ли... минут. Я просто из дворы плохо. Ну ты в натуре, я тебя слово говорил. Чё? Ты это потом сами обсуете, ладно? Серег, все, хватит, а? Сейчас не будем базарить. Я дал. Вы попросили, я вам дал. Все, дал, ушел. Да, ушел, бана. Дерни. Я и... Ну прикольно. Звонит на чучело еще одна, блядь. Понял договор. Делаю все как надо. Чего не знаешь? Да, это... Нет, Можешь аптечку убавить, старина? Пожалуйста. Да и вообще выключу. Да прям душняк такой, прям такой. Меня мечту Жар бросил. Выключу. Ага. Ну я чуть проткую, ничего страшного. Алло, слышишь, Антош? Слышишь, а ты разговаривал что с этим бредлом? Да? Все, ясно, есть. Я тебе позвоню, братух, ладно? Ты если что, на такси быстро доедешь, да? Ну все, ясно, ладно, давай. Не знаю, я тебе скажу, братан, давай. Ну, 1,5 часа, 2 точно. Ну а что ты хочешь, давай. А где? На обратный путь.
Ну, время 9 часов, братан. Ебал, до 12 часов у меня в доме работает. Успокойся. Ну, давай. Если ты уверен, что? Я сейчас сам спокойно. Нет, командир, а можно у тебя аккуратно покурить возле Способ оплаты изменен на наличные. О. Да, наличные было. Ну, сначала оплатить, а вот дальше поедем. Сколько вначале? 100 рублей хватит? Нет. Сразу всю сумму? Да. А ты точно довезешь? А мы же не доехали еще. А вдруг Да ты чё где-нибудь платить? сейчас выйдешь там на заправке и уйдешь? Это все равно, что да, это все равно, что платить довезёт еще. он. Давай, слушай, давай не будем. Есть деньги, заплатим вообще. Давай, давай, брат. Не. Давайте сначала платить. Сколько, 100 рублей? 200 рублей. И что, точно доедем, да, нормально? Точно да? доедем. Точно? Точно. Нормально Нет. доедем, недолго будем ехать, ничего? Не, вот Нормально просто будет, мне что прям интересно, знаешь что, правильно. мы-то дадим бабки, базара нет, ну почему вот мы тебе должны на Да, слово да, поверить, да, а, да, а а ты ты нам не нет. должен? Вот просто объясни. Вот почему? Он сейчас оставит нас здесь и уедет. В смысле он 200 рублей оставит? положи на этот и в карман не ложи. Можно не лежать? Карман Не, положи не сюда, ложи. мы же не Слушай, доехали. едем, командир. Просто почему мы тебе Они должны пьяные, верить? дай, пожалуйста, вези. Ну если они пьяные, ты что, дурак что Я ли? пьяный. Ты пьяный, может быть, ты не соображаешь. А мне интересно, почему, должен верить, а он мне нет. Потому что у меня стоит изначально оплата только картой. И что? Изначально. Дальше что? Я вожу только за безнал. Если пассажир меняет по ходу движения, как вы сделали, за нал, соответственно, я сразу прошу деньги вперед. Мы не сами меняли, это твоя контора поменяла. Нет, не контора поменяла. Контора поменяла. Написано же, клиент Уточни. поменял. Нет, там не сказали клиент. А Там как- сказали а как- оплата, просто сказали, не клиент. Послушайте, зачем вы на меня орете? Да ты потому что врешь. Я же Я не своими вру. ушами что сказал. Там не сказали клиент. Там слово клиент не Клиент было. изменил способ оплаты. Нет, там было сказано, способ оплаты изменен. Вы зачем сели в машину, чтобы со мной спорить ехать? Нет, почему ты себя так ведешь, я не пойму. Я себя нормально веду. Ненормально. Нормально Это веду. ненормально В наше поведение. время нигде, никому Да я не нельзя знаю, доверять ваше, вообще. в какое время, но ты себя ненормально ведешь. Я нормально себя веду. Нет, Понимаешь, он не виноват. Ладно, успокойся. мне просто это пораживает. Почему Тоже кому-то должен умораживает верить? много чего. Нет, Меня почему тоже я умораживает кому-то много должен верить? А ты мне веришь, ты мне начинаешь сразу. Я слышишь? никому не верю. А я тебе никому не почему верю. должен верить тогда, скажи? Я себя везу. Я себя везу. чего? Я тебе что сказал? Выйди из машины, А мы сказал, тебе что- платим. Я тебе Вы примеры заплатили, кучу я могу везу. привести. Я везу Всё, тебя. всё. Может, В чём ты не проблема? довезешь? Как? Почему я тебе не довезу? Может, в аварию мы сейчас? Какую аварию? Обычную. Плюнь-ка нафиг. Не, Да ну, ты что включаешь этот момент? Плюнь, говорю. Зачем ты Плюнь. плюнь, здесь Я он тебе плюнет, пример да, один мы всего лишь попадём. привел, а могу 5 привести, почему мы не доедем. Хочешь приведу? Еще 4. Мы сейчас в Андоре не доедем. Вы зачем сели ко мне в машину, чтобы со мной Вы добрый, спорить? уважаемый. Я с тобой не Да. спорю. Чтобы Я тебе свое мне мнение давление говорю. поднять? Ты мне почему давление Если поднимаешь? вы мне Своим поднимаете, поведением? вы на меня Сейчас орете. положите, Если бы да, Едем, нет. если бы вот ты точно. вот не сказал бы нам заплатите сразу, мы бы доехали бы спокойно и заплатили Платили бы, бы. да, конечно. А вот когда вот такая вот, ну, это возмущает нас, тоже пойми. У меня, еще раз объясняю, у меня стоит изначально безналичная оплата. Я вожу за безнал, ребят. Это все понятно. Вот. Я специально так сделал. Это же не мы поменяли О. сейчас способ оплаты, а контора поменяла. Нет, это вы поменяли. Я ничего не Клиент трогал. решает, как Он ему заказывал. платить. Я ничего Сейчас в не трогал. контору позвонить. Ладно. Какая контора? Я ничего не Да трогал. не, Игорь, какая контора? Скажи, я сейчас Правда, позвоню мы ему на доедем. громкую связь Давайте поставлю, доедем, просто да? чтобы убедился. Будет, будет всё хорошо. Я Вы вызвал, я тебе заказывали говорю. такси через приложение, правильно? Да, я Ну, заказывал. и в через приложении можно поменять. У меня стояло, да. Вот я тебе сейчас объясню, как было на самом деле. Послушай, я вызвал, да. У меня стояла оплата по карте. Ну, Да, оплата по карте. И я положил сейчас телефон и в карман его положил. А у меня на карте денег не оказалось. Нету денег на карте, а оплата стояла по карте. Даже И он попытался списать деньги, да, оплату, и не смог списать, и поэтому автоматически поменялась оплата. Это не я менял оплату.
Понимаешь? Смотрите, объясняю. Даже если у вас денег нет на карте, за то, что у вас поездка по карте, Да. Яндекс не платит за вашу поездку. не Но да. как только у вас появляются деньги на карте, Да. соответственно, Яндекс у вас списывает с карты деньги. Да. Такое было, так было, но сейчас такого нет. Ну, Потому как что возможно, у меня там они пытались писать на протяжении 2 недель, допустим, и не могли. Может быть, поэтому они теперь мне не доверяют, я не знаю. возможно. Ну я сам лично не менял. Вот поэтому, видишь, а ты себя так ведешь, Я положили нормально деньги веду. там, это ненормально. Нормально Я это на нормально самом веду. деле. Ты просто, Я ну, нормально поставь- веду. Ты поставь можешь себя сказать на человеку, свое место, подожди, на ты наше можешь место. сказать в магазине, слышишь, тебе в магазине скажут, слышь, давай-ка ты сперва, короче, ну, там, вот этот Это не хлеб, магазин, например, Это не магазин, услуги, это такси. услуги, Это такси. услуги, общественные это услуги, такси. правильно? Алло, Послушай, ты Давайте мы почему... доедем. Ты, сука, угомонись-ка, заеб***ь, Что не лезть-то? блядь, я с человеком разговариваю, сижу, дергаюсь. Я человеку объясняю, ты меня дергаешь, блядь. Выпрыгни на машину тогда, если не хочешь. Ты за мной. Это же, ну, тоже не твоя контора. Так не должно, так не должны себя вести таксисты. А как должны вести? Ты работаешь. Доехал, привез, оплати. И убежал. Куда я убегу? знаешь, сколько я такого было? Да мне без Я разницы. готов, у А меня мне такого- знаешь, сколько я- раз было я такое, поэтому что никому не- таксист Пожалуйста, не Конечно, кричи было. на меня. Не, вот я тебе скажу, Пожалуйста, у меня не знаешь, кричи. сколько раз было? Не кричи на меня, Ну пожалуйста. 5 раз. И Блин. чё, почему я тебе должен доверять, а ты мне нет? Я тебя везу. Таксист нас Я оставит тебя на везу. ближайшей Отпускай. остановке. Я тебе еще раз говорю, Я- ты ебнешься, нет? Ебать, Серег, ты меня, да, ты скажешь. Ты неправильно себя ведешь. Ты ебали, и все. Да, ты неправильно себя ведешь. Да. Сейчас пойдет. Нервяк, это наглость, понял? Это называется наглость. Я тебе вот так просто русским языком Это скажу. не Это называется... Не с его же стороны. Сука, ты Я не с тобой разговариваю! Ты меня парика еще? Ты куда лезешь? Парика еще? Пари. Ты, ебать, я тебе 10 раз сказал, ты помолчу. завали ебать. Сейчас. Все, завали ебать. Я уже вот так говорю. 10-й раз я тебе говорю, завали. Так не сказать не сможешь. Да ты потому что дурак! Помолчу. Ты давно уже должен был помолчать! Чё, блядь? Ты пи***! Ты ди... Ты, хороший. Ты дебил! Че, старик? Ты дебил! Ты говоришь, Иван. Ты что, не слышал, что ты сказал? Ты дебил! Ты берешь. Я тебе 10 раз нормально сказал, говоришь? да, Нахуй ты мне Серега, говоришь? я с тобой не разговариваю, не лезь. Я тебе 10 раз сказал. Один, я с ним разговариваю, ты за него отвечаешь. Ты куда лезешь, ты дебил? Ты, хорош. Я сказал уже, еб... завали. Ты пари погромче, может ты успеха добьешься. Да, Я с тобой... ты завали, Я- в натуре. Выйди-ка, выйди. Выйдем сейчас, сука. Ты, успокойся. Сейчас выйдем. Один едешь, успокойся. Сука, нервяк, при... Своими заплатите 200 рублей. Доволен, заплатили тебе, кайфуешь ты, сука. Мы сейчас, блядь, Антон, слышь, мы едем до нужного места. Сука, блядь. Сейчас заплатили сейчас, конечно, мы едем до нужного места. Ты ебать, ты за рулем сидишь? А? Или может быть ты таксистом, сука, хочешь быть? Ты меня знаешь. Да я ебать, завали свой! Хорош. Еще раз меня наорешь, мы с тобой выйдем. Мы с тобой уже выйдем, в любом случае. Выйдите и В любом поговорите случае мы с нам. тобой выйдем теперь уже. И я тебе, сука, объясню по-другому, если ты не понимаешь, нахуй. Это ебать твое. Значит, надо завалить его. И
потому что я тебе 5 раз сказал нормально сперва. Не лезь! Я вот сейчас вот молчу, да. Сега, не лезь! Сади хуй! Я сейчас молчу. Да, я сейчас. Ты один сейчас не молчал минуту назад! Сам не понимаешь, что творишь. Спокойствие. Охуеть, ты на ты что говоришь? Да до такой степени надо хуй. Все, слышишь? Он успокоился, ты успокойся. Сука, 5 рублей, еб... Слышишь? Я тебе говорю, все успокоились сейчас, все ты успокоился, доедем, и все, на. И расход. Пусть я тебе говорю, все молчат, сейчас один продолжает. Спокойно. Училась уже. Это недопонимание. Слышишь? Я принципиально, если ты себя ведешь так, я могу тоже принципиально себя повести, понял? И когда я себя принципиально поведу, тебе, поверь мне, Почему меня вообще оскорбляешь? а ты почему меня оскорбляешь? Ты меня оскорбил? Объясни чем? Объяснить? Ты меня в обмане уличить сейчас пытался. Что я тебя обману, да? Ты мне говорил, что если я тебя довезу, ты можешь убежать. Я никому не доверяю. Подожди, ты бы не, послушай, ты конкретно, меня теперь конкретно, я тебе, у нас ситуация с тобой сложилась такая, то что ты мне говоришь, что я никому не верю, и ты можешь убежать, правильно? Соответственно, мы... Подожди, Игорек, подожди, не лезь, подожди. Знаешь, сколько раз у меня такое Подожди, было? так было? Да мне без разницы, скажи, Нет, так ты было? мне скажи, сколько раз так было? Подожди, я тебе могу сказать, у меня Я- что таксист уезжал, и что дальше? Я тебе тоже объясняю. Я объясняю еще раз. Я вожу только по безналу. Если у клиента... Ты журнал взял? Вот, Подожди, знал? Взял. Да, почему ты мне сейчас Потому говоришь, что у что вас, ты... я вам сказал, что мы поедем, если вы мне сразу оплатите. Вы мне, Нет, ты вы так мне не дали... сказал. А как я сказал? Я тебе сейчас скажу, как было. Оплатилось то, что безнал, Вы да? зачем ко мне Подожди, сели в послушай, машину? я тебе объясню. Вы конкретно зачем сели в машину? Доехать до места. Вот. Куда мне Так надо? едем тогда. Мы А едем. что голову Нет, ты Что почему голову начал? Ты сейчас сам начал... Почему ебем? Ты Ребят, сам начал, еб... почему меня голову? оскорбляешь. Почему голову еще раз? Ты начал сейчас этот разговор. Ребят, знаете что? Вы про меня ничего не знаете, да? А Я ты про вас про нас ничего, ничего. я про вас ничего не знаю. Так почему ты меня вы что оскорбляешь? хотите от меня, Мы не ничего пойму. не хотим. А? Ты меня почему оскорбляешь? Я не оскорбляю. Ты мне хоть 100 рублей дал? Я 50 тебе дал, рублей тебе дал? сказали. Ты конкретно Да, дал? вот А? человек мой друг он дал. дал. Оттуда мне дали 200 рублей. Нет, Вот тебе сюда он дал. положили. Он Я положил, я он- лично он тебе тебе Ты не это из дал. кармана его достал, начнем с этого. Тебе какая Я ему разница? передал. Это мои деньги. Я ему передал. Короче, Все, мы доигрались, Ты короче. довези. Давай, меня. давай. Не, нахуй. хуй ты нужен, ёпта. Давай. Принципиально хочешь, я принципиально поведу. Дико ты и машину свою запомни. И чё? Знаешь, И чё, блядь? знаешь, знаешь. Ты какой Ну что, друзья, давайте отвечу на вопрос, который всех вас мучает с самого начала этого видео. Почему водители такси считают Яндекс очень дешевым агрегатором, а пассажиры, наоборот, считают очень дорогим? Что, тебе это не интересно? Переключишься на Лёлю в такси? Да блин, достал ты со своей Лёли. Не нравится, лучше иди переключись на Pornhub. Там более откровенные видео, чем у Лёли. А мы возвращаемся к нашей теме. Дело в том, что у Яндекс.Такси очень высокая комиссия. Иными словами, они продают водителям свои заказы очень и очень задорого. Другим агрегаторам, Ситимобил, там, не знаю, Такси Максим и Индрайверам такое не снилось. Они тупо сосут по сравнению с Яндексом. Ну, такой уж Яндекс, корпорация зла. Добрый вечер. Добрый.
Яндекс не перестает удивлять. Он найдет вот ближайший к твоей точке самый какой-то двор, там ее поставить. Пятницкая 6, казалось бы. Ну, нет. А почему Яндекс? А? Почему Яндекс? Вы же выбираете, куда вызвать машину. То есть вот смотрите, вот вызвана машина вот сюда. Причем внутрь здания. Не, смотрите, я вызываю машину каждый день, я все время здесь езжу. У меня здесь 2 адреса, плюс-минус, да, можно понимать, где я нахожусь. Кому понимать? Яндексу, роботу. Не, Яндекс не понимает Он ничего. вот эту вот точку, он как бы ставит такой, давайте сюда. И понятно, что человек, но иногда там Скажите, вечером. а как вы считаете, откуда Яндекс может знать? Давайте поедем. Не сможем поехать. Не, ну мы можем куда-то поехать? Нет. В смысле, мы... У нас неудачная встреча водителя с пассажиром. И что дальше делать? Назад мы можем сдать? Вы приехали сюда? Приехал, но мы с вами не сможем поехать. Потому что вы указали неверный адрес. Вы хотели сесть на набережной, правильно? Я хотел сесть на Пятницкой улице. На Пятницкой улице. Пятницкой да. улице. И для этого надо вызвать машину на Пятницкую улицу. Так я и сделал, да. А Яндекс мне поставил точку не там. Яндекс не умеет сам ставить ничего. О чем вы? Что вы мне предлагаете сейчас? Ну ничего, просто поедете на другой машине и все. Хорошо. С удовольствием. А вы не поедете, видимо, никуда больше. Я вот никогда не скрывал, что Сбербанк просто не переношу. Настолько он мне не нравится, что я про него снял даже отдельное видео. Вот ссылочка на него болтается где-то там, наверху экрана. Ну, речь сейчас не об этом. Просто объясните мне, друзья, почему, когда вы заказываете за наличный расчет, вы хотите оплатить переводом. Ну, вот не легче тогда карту привязать к приложению и оплатить так. Ну, все-таки 21 век на дворе. Сколько он ходит? 303. Алексей, что там? Владимир еще, да? Угу. Все. Ну сейчас подождем, пока придут. Что ждать-то мне идти надо? Деньги придут, потом пойдете. Кто пойдет, ты что мне держать будешь? Я сказал уже, перевелите. Деньги не пришли. Достаточно? Достаточно, я тебе показал уже. Есть фейковые приложения. Но я не в курсе за это. Что мне за это говорили? Ты что меня закрываешь-то? Сейчас деньги. Я тебе говорю, придут деньги, ты что? Вот придут деньги, потом пойдете за поездку, считайся. В смысле еще разговаривать? Я нормально разговариваю. Ты будь аккуратен в этом смысле. Я тебе же говорю, придут деньги. Я тебе говорю, что деньги придут, потом придут, пойдешь. Конечно. Ну, говорю, придут, потом пойдешь. Двери, ты что закрыл-то? Если придут, в милицию поедем. Какую милицию поедем? В обычную, в отдел. Какого отдела? Вот здесь, который. Там не дело кататься. Короче, я так понял, денег не будет, да? Будет. Ты что, куда поехал? В отдел поедем. Ты что так себя ведешь? Да потому что за Кто кидает? Да кто ты? Ты куда везешь меня? В милицию. Какую милицию? В обычную. Поехали. Нету денег? Че? Денег нету, да? Поехали. Я говорю, сказал, это тебе жопа вернется сразу. Мне жопа не вернется. Вернется к полиции. Здесь он отдел как раз. Че? А здесь как раз отдел рядышком, сейчас приедем. Что думаешь, ты первый что ли? Разберемся. Приложение вот открой Сбербанк, покажи, что да ты не перевел. переводил. А кто переводил? Пацаны. Ну вот пацаны Всех тебе могут перевели. скинуть. А мне что чек скинуть, если денег не пришло? Поехали. Едем. Обычно такой прием работает. А, как правило, у таких людей проблемы с законом, и в полицию они ехать не хотят. Ищут варианты рассчитаться. Ха, на 300 можно, да? А ты едь, что ты? Вот, приехали. Все, сейчас пойдем. А ты что туда сразу заехал? Пошли сразу. Поездка в полицию данного типа не напугала, то есть ему пофиг было.
И я начал думать, что делать дальше. Деньги будут, нет? Конечно. Когда? Придут. Когда придут? Как отправили, так и придут сразу. Ну вот как придут, так и пойдешь тогда. Ты что мне полиция-то это стращаешь, а? В смысле что? Ну в прямом. А чем ты Чем мне бояться этой полиции? А? Мне вообще дальше что? Что мы приехали? Ну это мошенничество, что? Какое мошенничество? Скинули деньги, же тебе объясняю. Где? Идут. Когда придут? Должны сразу прийти, по сути. А по сути сразу не пришли. Короче, звони, пусть деньги переводят и пойдешь. Что ты же сказал, в полицию идем? Пошли 303 рубля. Пошли в полицию. То есть денег не будет, да? Мы с тобой увидимся еще и поговорим, но... Увидимся. Конечно. Пошли в полицию разговаривать, что? А что в полицию разговаривать? Так ты же сам сказал, пошли. Денег не будет, да? Я будет все. Где? Придут те, я тебе сказал уже. Ты мне еще раз, тысячу раз спроси. Когда придут? Сейчас придут они. Сейчас? Конечно. Через сколько? Завтра в Инстаграме еще себя увидишь. В каком Инстаграме? В обычном. В каком Инстаграме ты что? В обычном, в Ты что тут снимаешь эти видео? Да и что мне вообще будет? Ну тем более. Че ты, звони им, придут деньги, нет? Написал же им. Ничего не ответили? Пока ничего не ответили. Ну вот рядом налево. 87-3. И налички дадут. В Инстаграме здесь. Просто решаешь эти все через полицию, милицию, там. Сам не в состоянии решить или что. У тебя же есть свое достоинство. Правильно? Ну как ты, зеленкой облить или, блин, или баллоном обшикать? Или что сделать? Какой же баллоном обшикай, зеленкой? Ну а каким образом решать? Я не в курсе. Какие баллоны ты будешь? Это тебе же, я тебе говорю, обойдется боком, ты что? Боком обойдется? Конечно. Так не я тебе кидаю, а ты меня хотел кинуть. Кто тебе кидает? Перекинули, по сути, бабки. По сути, если бы перекинули, они бы пришли. А денег нету, значит их не перекинули. Что ты мне рассказываешь? Сидит вечер. Ты в курсе, что есть такие, даже есть как они, приложения, бывает даже 2-3 дня люди ждут деньги. Да пусть они хоть неделю ждут. Ты тогда через 2-3 дня и едь. Ты сейчас едешь, у тебя наличка стоит, ты по сути наличкой должен рассчитаться. Я там ничего не устанавливал, просто позвонил, заказал. Тип просто охреневший. И он, и я знаем, что он пытался меня кинуть. Обычно в таких ситуациях, если палятся кидал, и они начинают: ой, наверное, что-то не перевелось, давайте еще раз попробуем. Ну и как бы уже нормально переводят деньги, и на этом все заканчивается. Здесь я провозился с ним минут, наверное, 15-20. Тип мне пытался угрожать: мы с тобой там увидимся, давай там типа так решим без полиции. Но так решим уже решали один раз, потом бегал, доказывал, что я не верблюд, отписывался. Меня еще пытались сделать и виноватым. Поэтому предпочитаю все-таки все вот эти вопросы решать мирно, разговором заставить мошенника, чтобы он все-таки рассчитался. Иду направо, резко. И вон до конца. Харадж? Не Харадж, вон там слева. Так вставай. Вот салон надо зайти, чтобы я не взял. Телефон оставляй, иди. Какой телефон? Пошли вместе, и все, ничего не будет оставлять. Я что с тобой пойду? Пошли вместе. Я никуда не уеду, я тебе говорю, телефон оставляешь. Пойдем, ничего не буду оставлять. Какой телефон ты мне говоришь? Ну ты позвони, ты пусть это записываешь, выйдут. Смотри, этот момент, какой телефон ты покупал мне, что ли, телефон, чтобы тебе оставлять? А я говорю, пойдем, зайдем, да и все. Заберем деньги, тебе дам наличкой. Куда, сюда? Вот салон компьютера.
Ну пошли. В общем, зашли мы в компьютерный клуб, администратор за него рассчитался, отдал все до копеечки. Вы можете перевести деньги, давайте я схожу поменяю, в чем проблема? Там, у вас в чем, что сегодня, утро не задалось, что ли? Я сдачу жду. Ну мне идти в Оке сейчас. Видите, вы сказали? Пойдемте вместе, выходите, пожалуйста, из машины, Нет, я вас из здесь не машины никуда оставлю. не выйду, потому что я здесь тоже, не знаете, я приехала сюда в магазин, а не ходить за вами, бегать по Оке. У вас такая манера поведения, что я вам просто не доверяю. Какая? Я не доверяю вам оставаться в социальная? моей машине. А какая социальная? Да. А в чем она социальная у меня манера поведения? Я вас просто попросил перевести мне деньги не на карту, а на телефон. Так что, мы пойдем в магазин менять деньги? Я с вами никуда не пойду. Дайте мне мои деньги. В смысле, вы не будете оплачивать? Такси? Я буду оплачивать. Вы деньги мне отдайте. Что мне не нужны ваши деньги. У вас нормально все вообще, женщина? Я вообще могу быть должна в вашей системе. Сейчас мужу позвоню, все выйдет. Что вы сделаете? Па-пам-пам-пам, па-пам-пам-пам, па-пам-пам-пам.